Такс. Фломастер. Я называю это автомобильная такая ванная комната. По-другому это не назовешь. 5 жетонов, 5 евро. Все просто. Так, нам надо вот этот вот пена нужна. Пена, пистолет с пеной. Премиум шаум. Хоба. Ну иди пена, ё-моё. Это же кошмар! Кошмар! Заплатил за пену, а не за воду. Ну вы уж совсем. Во. Пошла масловка, пошла. Eine Minute 37 Sekunden später. Итак, вот он автомобиль изнутри, уже его в последние дни во влоге видели. Некоторые технические характеристики я просто добавлю в описание, посмотрите, почитайте, кому интересно, потому что все не запомнишь, я уже некоторые вещи просто, может, забыл. Честный такой обзор, но поскольку автомобиль уже в эксплуатации у меня 2 года, вот это и есть разница обзорщиков вот этих всех в интернете, или если ты сам эксплуатируешь. То есть я уже тут за 2 года, в принципе, попробовал, можно сказать, на нем те или иные вещи сделать на автомобиле, и как он себя ведет. За 2 года у обзорщиков как бы оно дают автомобилям на день, на час, на полчаса, там, или на 2 часа. Они что-то там рассказывают, расхваливают. Если это проплаченный какой-то обзор, то по-любому его там расхваливают, и все. Здесь как бы чуть-чуть другая тема. Обзор от владельца. Есть пластик, есть кожа, есть кожезаменитель, есть много-много электронных приколюх. Автомобиль за свои деньги 2 года назад, но это прям было что-то с чем-то за те деньги. Полный фарш, уже по-другому это не назвать. По-немецки называется Vollausstattung, то есть полностью укомплектованная машина. Панели приборов, даже кожи, даже постарались чуть-чуть кожи тут сделали мягенькое, что-то там, обшивочка какая-то. Я, если честно, его взял из-за экономичности и мультимедиа. Поехал в автосалон покупать японский автомобиль, приехал домой на корейском, то есть купил корейский. Это же кошмар! Кошмар! Поехал делать тест-драйв, а мне такой
говорит, попробуй же этот. Попробовал, вот 2 года уже ездит. Только я взял еще дороже, даже чем я пробовал. То есть мне предложили изначально гибридную версию. Этот автомобиль плагин гибрид. Следующий видос, который где-то около получаса будет длиться, там подробно про мультимедиа, потому что мультимедиа я уже давно записал, а исходники именно с обзора уличного, они все, к сожалению, ушли. 12 Sekunden später. Не очень приятно. Не сделал бы я ту ошибку, не было бы этого видео. Так что, на ошибках надо учиться. Наоборот, я, может, даже в этом видео как-то покажу это по-другому, расскажу что-то, может быть, добавлю больше как-то, я не знаю. Что сейчас? Помыли автомобиль, видели сами, что грязный как-то показывает, тоже Огласите весь список, пожалуйста. пару кадров покажу снаружи, и в принципе все. То есть все здесь очень простенько, понятно, доступно. Я говорю, много информации будет с технической стороны, конечно же, в описании. Ну и что это? То есть это от себя показываю, как есть, какие-то недостатки есть, там где-то чего-то как-то. В целом, да, то есть в целом такой экономичный, может, как ты говорил, автомобиль. Inzwischen. Сейчас я не знаю, конечно, мне интересно сейчас, какие шумы присутствуют в данном видео. Сейчас мы едем на электромоторе. Автомобиль 63 километра может двигаться чисто на электричестве. Идем дальше. Причем кондиционер, все работает, круиз-контроль, конечно, все эти дела. 63 километра мне почти что хватает на работу и назад. То есть мне нужно 72 километра в день двигаться в сторону работы и назад. 72 только вот эта дорога туда-назад. Плюс еще, конечно же, если там магазин, не магазин, да. Дух захватывает при одной мысли. То есть автомобиль на месте не стоит. Это факт. В летнее время, конечно же, ты проедешь там на 2-3 километра больше, чем зимой. Это Что? подогреть тоже все-таки бензиновый мотор включается, чтобы быстрее тосол все нагрелось. Срабатывает бензиновый мотор на буквально-таки 2 минуты. Но это очень, в принципе, если честно, нехорошо с точки зрения конденсата в выхлопной системе. Что это за пьяные выходки? Которая потом будет все-таки ржаветь и так далее. После 2 лет эксплуатации, конечно же, в данный момент 36 тысяч пробег. 1 раз, и то по моему капризу, я отдавал на сервис, а так, в принципе, сделали 2 сервиса. Масло, фильтра. Так мало, что здесь что-то надо там менять. Маленький сервис, обслуживание и все это прочее. Что? Просто кайф. Колоссальная экономия идет на этом автомобиле, если ты заправляешь и бензин, и электро. Расхода будет меньше 1 литра, но ты проедешь, скажем, 60 километров, потом следующие 40 километров будешь ехать на бензине. Огромные плюсы этой всей темы, когда ты начинаешь торможение, и, в принципе, ты производишь торможение и заряжаешь аккумулятор, как динамо такое, называется рекуперирован, да, там рекуперацион, забыл, у меня же язык сейчас заплетется. Раньше, допустим, на дизельном, на бензиновом автомобиле мне было в городе ездить вообще никак, но это прям, чем ты медленнее едешь, тем больше расход, или не нагревается двигатель, или еще что-то. Здесь наоборот, то есть чем ты медленнее едешь, тем дальше ты уедешь на электричестве. Очень экономная тема. Огроменный плюс этой всей темы, то что я могу чисто на электротяге ехать 136 километров в час. Это просто бомба. И даже Mercedes E-класс там что-то разгоняется 130 или 131, и потом все-таки бензиновый мотор срабатывает. Дух захватывает при одной мысли. Нормально постарались в этом плане. Здесь прям вот эта вот техника. И сейчас уже несколько моделей, прям у которых тот же мотор, та же коробка, все стоит, и все это довольно-таки четко работает. Вообще 5 лет заводской гарантии. Что? Конечно, это не реклама, это просто вот то, что у меня есть, мне за это никто не платил, то есть это я все делаю, поскольку мне это нравится, мне это интересно. Нет от тебе никаких доходов, расходы одни. Показать вам, кто там расхваливает автомобили за деньги там. Это же кошмар!
Они про минусы в основном сильно не рассказывают. Но минус, конечно же, есть. Это пластик там, пластик здесь. Таким громадным минусом я бы это не назвал. Но как и в японском автомобиле пластик, и в немецком пластик. Да, в немецком может быть там чуть другой пластик. Но хотя некоторые годы производства определенных концернов, там тоже качества очень мало, который пластик был покрыт какой-то краской или еще какой-то хренью. Так что за свои деньги, я считаю, такой адекватный автомобиль. Что еще минус такой? Минус, кстати, прикольный минус нашел. Я как-то на Форду ездил, и на Форду такая же тема была. Минус был таков: если ты багажник открываешь, там вот эти стойки, все посередине, там, где не видно, в принципе, там нет такого прям красочного прям глянца вот этого всего. На улице сейчас больше покажу, ближе покажу, обязательно. 12 Sekunden später. Так, это летние диски, конечно же, на мишленовской резине, четкая, мягкая. Так он выглядит снаружи, показывал уже на днях. Ну вот он. Такая вот тема. Вот так. Оба. Салон вот такой вот. Все, в принципе, довольно-таки продумано. Про мультимедию, конечно, я уже говорил, будет отдельный видос прям. Здесь у нас детское кресло, там даже Винни-Пух сидит. Здесь печка даже на задней есть. И, кстати, на задней, на галерке, как говорят, тоже есть подогрев сидений, да? Как спереди. У меня спереди еще, кстати, есть, кроме подогрева сидений, есть еще охлаждение, то есть кондиционер прям в сиденье внутри. А что, так можно было, что ли? Вот кабель заряжаю 220. Здесь в багажнике еще другой кабель. Здесь, конечно же, порядок, потому что, ну, спортивные вещи, все дела эти. Здесь вот здесь другой кабель на сильное электричество. Мои вещи, в принципе. Здесь еще вот бочка, музыка, сабвуфер. Ну все, в принципе. Вот здесь я про этот минус имею в виду. Вот здесь они не докрашено вот это вот. То есть здесь нормальная краска, лак, а здесь прям такое матовое. Лака не хватает. Это такой прям, что минус я нашел. Что вот это вот заднее стекло поднимается с крышкой. Прикольно. Сейчас еще мотор покажу, моторный отсек. Вот такой вот обзор такой, потому что это от владельца, а не какого-то там блохера за деньги. Здесь все просто. Так. Итак, вот электроагрегат. Это все оранжевые кабеля. Это все очень сильное, мощное электричество, которое может прям убить тебя. Здесь бензиновый мотор 1.6. Вот, смотрите, крышка на капоте чистая какая. Я вот здесь вот даже ничего не протирал специально. Вот пару кляксов осталось, чтобы вы видели, что здесь никто ничего до этого не протирал. Я проехал 36 тысяч километров. Вот как выглядит мотор. То есть он, в принципе, когда я покупал машину, здесь, ну, тут прям минимально пыли. Реально, вот здесь на патрубке чуть-чуть пыль есть, там чуть-чуть, а так, по большому счету, вот так вот. Про эту, конечно, тему я поставлю больше в описании. Фары здесь светодиодовые, все эти дела. Вот здесь активная решетка радиатора, она прям открывается, если в машине жарко, как жалюзи. А что, так можно было, что ли? Вниз. Вот еще один минус. Галогеновые поворотники, лампочки и задний подсвет номера. А все остальное уже светодиодовая техника. Вот здесь ребра горят дневным светом. Интересный такой прикол. Не знаю, сейчас попробую сейчас свет включить. Так. Машину завели. Вот завели машину называется. Здесь машину не завели, а включили. Так, выходим. Сейчас посмотрим. Свет горит. Вот, в
принципе, вот она, светодиоды. Inzwischen Кстати, не шутка, бывает, и так она называется. То есть машина, поскольку сейчас работает чисто на электричестве, ты не можешь сказать, что ты машину завел, а ты именно ее включил. Так что, ну, вот она сейчас в включенном состоянии. Да, все у нас скорость драйв. Вот так у нас спортивный модус. Красное все. Или вот так вот эко, зелененькая. Печка, все просто, в принципе, все знакомо. Здесь много кнопок, зеркала, двери, все дела эти. Все электропривод на сиденье у меня здесь есть. Здесь еще вот другие кнопки все. На руле прям можно управлять мультимедией, круиз-контроль, все дела. Настройка сидений, память сидений на два человека. Здесь самое интересное, конечно же, да, парковка, кондиционер сидения, подогрев руля. Вот здесь переключаешь между гибридом и не гибридом. Камера заднего вида включается и паркинг. Ну, все, в принципе. Технический, какие-то аспекты технические я вам поставлю обязательно в описании, потому что все это запоминать и рассказывать было бы чересчур скучно. Такой вот мини-обзор от владельца, потому что, ну, такой, думаю, самый честный. Как оно ни наесть, какие-то, может, моменты не покажут. А так, в принципе, вот салон, да, вот, автомобилю вот уже даже не 2,5 года, можно сказать. Сейчас мы опять двигаемся на электричестве. Такие вот дела. Следующий ролик будет именно про мультимедию отдельно рассказывать. Буду показывать, буду в темное время суток. Потому что в темное время суток она выглядит, конечно же, намного интереснее и красивее. Такие вот дела. Ну что, друзья, не забывайте ставить лайк, если нравится, дизлайк, если не нравится. И обязательно пиши мне в комментариях. Я всем всегда очень-очень рада. Оставайтесь с нами. Думаю, еще этим летом запишем несколько интересных обзоров. Мне прям очень-очень-очень самому это уже хочется. И прям даже бы на мото-тему там, да. Так что пожелаем удачи и, как обычно, продолжение следует.